Приветствую вас на моем канале, с вами Назарий. Сегодня мы будем делать вот подобную штуку. Вообще здесь будет очень много таких мелких моментов, которые, возможно, вы не знали. Мы сегодня возьмем модельку одежды, вот в данном случае футболку. Разберем, как лучше работать с UV, чтобы разместить поверх текстуры именно одежды уже готовой, как лучше разместить какой-то свой принт, сделать его красивым, добавить красивое освещение, немножечко затронем постобработку, чтобы это все довести до ума. И в целом получим в конечном результате вот такую вот картинку. Я думаю, что здесь будут нюансы, о которых вы, скорее всего, не знаете, поэтому даже если знаете, то, может, вы еще что-то знаете и можете этим поделиться, не скрывайте. Вот, поэтому давайте начнем. В целом, как я уже сказал, мы будем использовать именно готовую одежду, потому что создание одежды — это в целом тема отдельного вообще урока. Наверняка это было сделано в Marvelous, так что это даже не Blender по большому счету, потому что я думаю, что нужно использовать именно специализированный софт, чтобы сделать что-то хорошо. Но в любом случае ссылку на вот этот вот объект я вам оставлю, поэтому вы можете просто взять Object файл, импортировать сюда. Так, вот он появился, такой вот. Давайте сделаем Set Origin to Geometry. Так, Screencast Keys у меня включен. Shift-S, Selection to Cursor, чтобы разместить именно в центре уже наш вот этот вот объект. Теперь нам нужно накинуть ему текстурок. Смотрите, выделяем вот этот вот Principal BSDF, Ctrl-Shift-T. Если у вас это не работает, то вроде бы это аддон Node Wrangler, если я не ошибаюсь, но по идее должно и так работать. Берем наши текстуры, просто все выделяем и нажимаем на вот эту кнопочку. И теперь у нас все подключено. У нас есть вот такая вот текстура одежды. Если мы посмотрим в целом на сетку, то да, скорее всего это в каком-то Marvelous сделано. И что нам нужно теперь сделать? Мы хотим взять картинку какую-то и разместить спереди вот на нашей вот футболке, при этом сохранить саму текстуру именно вот этой вот одежды, не модифицировать именно эту текстуру с точки зрения того, чтобы возвращаться там в какой-то дополнительный софт. Мы хотим это все наложить поверх с помощью просто одной какой-то картинки. И что нам для этого нужно? Если мы хотим размещать картинку, то, скорее всего, нам придется работать с UV. Но если мы будем менять UV, то есть, условно, мы хотим увеличить эту UV-шку, чтобы там сделать рисунок чуть поменьше, то мы также будем менять именно текущую текстуру, что нам абсолютно не нужно. И как нам этого избежать? Смотрите, давайте перейдем в UV Editing, посмотрим вообще, что у нас здесь есть. Мы видим то, что у нас есть вот такая вот UV-развертка. И нам надо сделать копию этой UV-шки. И, собственно, соответственно, ее и использовать. Переходим вот в данную вкладочку, которая называется Data. Здесь у нас есть UV Maps, вот здесь у нас есть наша основная UV-карта. И теперь, если мы нажмем плюсик и давайте назовем, например, Image, то вот так вот мы сейчас возьмем, например, вот так оттащим в сторону, просто для наглядности. Вернемся на первую UV-шку, и мы увидим то, что старая UV-шка сохранилась, и новую мы вот здесь вот продублировали. Если вы не знали, что так можно делать, то теперь вы будете это знать. Так, я нажму Ctrl-Z, чтобы взять, оттащить вот эту штуку, которую мы делали назад, Ctrl-Z, все, она вернулась в свое первоначальное положение, и мы будем работать с передней частью нашей футболки, поэтому нам надо только, по сути, передняя вот эта вот UV-шка. Если мы нажмем L, вот здесь у нас выделен image обязательно, имейте это в виду, выделенная UV-шка, с которой мы работаем, мы видим то, что наша передняя часть — это вот эта вот штука. Давайте нажмем Ctrl-I, так, давайте вот здесь, Ctrl-I. Вот, таким образом мы выделили все, что у нас есть, скажем так, помимо вот того, что мы выделяли только что. Так, ну почему-то это не выделилось здесь. Хорошо, давайте сделаем по-другому просто. Думал, что оно так выделится, но ладно, не суть. Так, L. Все, это у нас здесь есть. Я ее возьму просто GX в сторону вот так вот оттащу. Теперь A, чтобы выделить все, просто все вот здесь вот выделю. M — это центр. И, по сути, я смерджил все точки в одну маленькую точку, просто, ну, чтобы она где-то там сбоку валялась. Давайте опять L выделили вот эту вот штуку. Давайте ее вернем на наше предыдущее место. В целом, не обязательно прям хирургическая точность, но вот так вот мы ее разместим. Хорошо, теперь вот эта UV-шка, по сути, она содержит только вот эту вот переднюю часть. Что мы делаем далее? Далее нам нужно с этой UV-шкой начать, собственно, работать. Давайте возьмем... Так, Principal BSDF продублируем, создам Mix Shader, подключу, давайте вот так вот,
Principal BSDF вот сюда вот. К этому Principal BSDF мы будем подключать именно саму картинку. Что мы делаем далее? Так, правая кнопка мыши, и мы... Так, правая кнопка мыши, Add. Или лучше давайте Shift-A. Shift-A. UV Map. И здесь мы выбираем именно image, который мы только что создавали. Давайте Shift-D, вот этот вот Base Color продублируем, подключим ему вот сюда UV-шку. И затем выберем картинку, которую мы хотим использовать. В данном случае у меня будет эта вот картиночка со знаком из берсерка, вот, которую мы сейчас подключим. Мне она просто понравилась, как она выглядит, поэтому давайте в целом с ней и будем дальше работать. Подключаем Color к Base Color и перейдем в UV Editing. И вот мы видим то, что теперь нам надо вот эту UV-шку взять и нормально разместить. Она уже выделена, поэтому мы просто вот так вот скейлим и примерно в центр ее перемещаем. Вообще, по идее, если мы вот здесь везде 0.5 выставим, то оно будет в центре. Да, все, теперь оно в центре. Вид спереди, материал превью. Так, вот тут я выключу. Вот, мы видим уже то, что слегка проглядывается эта картинка, поэтому давайте просто скейлить UV-карту, чтобы примерно разместить наш принт. Ну, я думаю, вот такой размер мне подойдет. Теперь нам надо всецело поработать именно с этой текстуркой, чтобы взять и всевозможными способами улучшить конечный вот этот вид. Во-первых, нам надо сделать нормальное разделение между основной текстурой и между этой картинкой. Что мы для этого сделаем? Давайте вот так вот я оттащу все. Создам Color рампу. Вот так вот ее рядышком поставлю, Color к фактору, Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, чтобы просто смотреть на само изображение. И таким образом мы сейчас создадим фактор, который мы подключим к Mix Shader. Давайте потянем вот эти ползунки, чтобы у нас как можно четче было изображение, чтобы при этом оно не теряло детали. Ну, где-то вот... Вот. Так. Ну, где-то вот так вот сойдет. И теперь мы подключаем Color к фактору, Shader к Surface. Ждем. Так, надо взять местами поменять. Вот. Таким образом, мы сделали классное сочетание вот этих вот двух текстур, не используя какие-то режимы наложения, которые, скорее всего, бы не работали в некоторых случаях. Давайте можем еще подвигать, чтобы просто подобрать наилучший вариант. Вообще, в идеале иметь достаточно хорошего качества картинку, потому что тут у меня есть пиксели, картинка сама по себе здесь небольшая, но что уж поделать. Далее я бы хотел, чтобы сама футболка у меня была черного цвета, потому как, мне кажется, на черном это будет выглядеть эффектнее. Поэтому я возьму Color рампу, продублирую в первую текстуру, которая отвечает именно за саму футболку. И, как вы уже видите, оно уже поменяло цвет. В целом, так как сама текстура, она и так черно-белая, нам достаточно просто взять здесь, поменять белое на такое вот чуть более сероватое. Вот. Таким образом, у нас получилось взять и видоизменить эту вот текстуру. Возможно, стоит, опять же таки, поменять местами. Давайте еще сделаю темнее. И таким образом, вот мы сохранили текстуру, при этом сделали ее нужного оттенка. Так, тут у нас такая вот вещь. Она произошла, потому что у нас вот эта вот текстура, она сейчас повторяется, ну, копируется, скажем так, бесконечно. Нам здесь надо поставить вместо repeat extend, точнее. Вот, теперь оно не повторяется. Далее, что мы делаем? Давайте дорабатывать эту текстуру. Вообще, я бы хотел roughness поставить поменьше, потому как оно будет чуть-чуть блестеть. Пока что так предварительно добавлю материалы, specular. Тут сохранился старый из вот этого материала, поэтому я вот так вот подниму немножечко. Так, и дальше мы уже это будем менять уже непосредственно в самих текстурах. Так, только, по-моему, тут у нас, смотрите, все вот эти материалы, они применились, точнее настройки, они применились и к ненужным нам местам, поэтому я полагаю, что лучше будет сделать вот таким вот образом. Color рампу мы опять дублируем. Давайте вот так вот. И теперь подключим ее к roughness, чтобы roughness отвечал только за roughness на самом вот этом вот нашем вот символе. И как видите, оно уже так, собственно, и произошло. Мы, по сути, сделали такую вот маску, только вот сейчас она слишком такое глянцевое. Я бы хотел это сделать чуть более шероховатым. И поэтому вот я подниму где-то до вот такого вот значения вот этот вот цвет. То есть черное — это прям полностью глянец, белое — это максимально матовое.
Вот. Так, что тут еще у нас? То же самое касается металлика. С металликом, по-моему, вроде бы та же самая история, если я не ошибаюсь. Так, вот, все. Мы сделали такую вот пока что предварительную текстуру. Еще бы я хотел добавить бампа, чтобы взять, сделать такое теснение именно самого вот этого вот символа. Давайте color к высоте подключим, normal к normal. Так, и вот вы видите, уже появилось такое вот некое выдавливание. Но, опять же таки, качество картинки чуть плоховатое, и оно слишком сильно выдавливает, поэтому силу я уменьшаю, чтобы нивелировать вот это вот ощущение того, что плохое качество. Я силу уменьшу, ну, вообще в целом до любого значения, которое вам нравится. Вот, но потом в любом случае мы это еще доработаем. Так, далее. Что мы делаем дальше? Давайте, во-первых, чуть-чуть вот так вот повернем саму футболку. Возьмем Mesh Plane на фон накинем. Сейчас мы уже будем более точечно работать непосредственно с каким-то светом. Давайте добавим камеру. Так, камера. Вид с камеры. Так. Как у нас тут? Чуть-чуть поближе. Где-то вот... Еще ближе, может быть. Чуть-чуть. Я думаю, что вот так будет достаточно. Так, и рендер у нас стоит изначально Cycles. И мы можем взять... Во-первых, фон сделать полностью черным, чтобы чуть более контрастные тени получались. Давайте потихонечку расставлять источники света. Добавляем Area Light. Пока что не переживайте за то, что оно не до конца выглядит как на референсе, потому что мы... Ну, это не референс, это я делал еще до ролика. Вот, поэтому пока что не переживайте, сейчас мы будем это все видоизменять. Смотрите, тут у нас сейчас надо сделать так, чтобы вот этот источник света, он не светил на вот этот вот фоновый плейн, потому что на фоновый плейн у нас будет светить вот это вот красный свет. Поэтому мы берем наш плейн, шифтом выбираем источник света, Ctrl-L, Link Receivers to Emitter и Exclude, чтобы исключить влияние этого источника света на вот этот вот, собственно, плейн, чтобы он влиял только на нашу футболку. Нажму Ctrl-B и выделю только наше окошко, чтобы у нас не менялось восприятие, когда мы видим еще что-то вне камеры. Так, потом силу я поставлю, думаю, 1000. 1000 это чересчур. Давайте 300. Тоже много, что ли? 50. Видимо, я до этого работал в чуть больших размерах, поэтому надо ставить другие параметры. Поэтому, если у вас недостаток света или переизбыток, то просто поменяйте эти параметры. Так, я бы еще чуть-чуть довернул. Где-то вот так вот. Так, источник света этот у нас будет ключевым. И нам надо сделать именно такое вот основное освещение, во-первых, этим источником. Так, давайте ему подыщем хорошее место. Так, я думаю, что примерно вот здесь пока что нормально. Продублирую, разверну. Так, тут этот источник света у нас должен быть послабее немножечко, буквально 30, потому что он будет просто не давать полностью уходить в черноту вот этой вот части. То есть, что у нас получается? Давайте вот я даже еще его увеличу. Силу поставлю 20. И вот теперь у нас есть основной источник света слева, дополнительный справа, чтобы просто создать какой-то дополнительный такой вот объемчик. Далее создаем Area Light, опять же таки новый. Сделаем его диском, развернем на 90 градусов, отправим на фон, где-то вот так вот, чуть-чуть вниз, буквально чуть-чуть. Чуть-чуть сжать. 10, я думаю, что это много. Давайте 6. Так, и тут мы выбираем, собственно, красный цвет, который у нас будет на фоне. Возможно, стоит чуть-чуть ближе его. Чем дальше мы его относим от самого плейна, вот этого, тем сильнее он рассеивается. Поэтому сейчас нам надо подобрать наиболее подходящее размещение. Возможно, 6 даже, это много. Тут, ну, вот как вы видите, я работаю чуть в маленьких масштабах, поэтому у меня оно сейчас... скажем так, у меня достаточно маленькие значения для света. Поэтому если у вас это все побольше, увидите, что вам не хватает света, просто увеличивайте, ну, силу источника, собственно. 4, ну 4, я думаю, вот нормально будет. В принципе, пока что это пойдет. Что мы делаем далее? Далее я дублирую
этот источник света, оттаскиваю его, разворачиваю его по оси Z на 180 градусов, чтобы он светил нам в спину. Вот так вот. И силу ему прям увеличиваю, я думаю, до 500. Чуть-чуть ближе подтаскиваю, чтобы создать вот этот вот, вот это окружение на самой футболке. Давайте я выключу все источники света, сохраню только этот. И как вы видите, мы создаем вот такой вот, как сказать, вот эти вот рамочки, что ли. У нас на фоне, возможно, стоит чуть-чуть уменьшить. Так. Я так понимаю, эта футболка прям сильно отсвечивает на фон. Ну, в принципе, это пока что терпимо. Так. Давайте выберем самое нормальное расположение. Так, может быть вот так. Давайте 1000 сделаю. Так, и вроде бы окей. А ну-ка, включаем остальные источники света. Так, вроде бы, да, вроде бы окей, вроде бы с этим все нормально. Так, теперь я хочу доработать чуть-чуть вот эту вот текстуру. Я вот сейчас не пойму, оно вовнутрь вроде бы вдавлено, да? Как будто бы да. А тут у меня тоже вовнутрь, но только там сила поменьше, если не ошибаюсь. Поэтому силу я поставлю 0,1. А ну-ка, рендер. Так, хорошо, сила 0,1. И в принципе, можно еще, конечно, поменять дополнительно еще чуть-чуть меньше поставить. Вот. Так, теперь. Давайте попробуем поиграться с вот этим вот. Выбираем, ну, наиболее подходящее для нас значение, чтобы оно или блестело, ну, то есть отражало или не отражало. Ну, в общем, как нам больше будет нравиться. Ну, где-то может быть что-то вот такое. Вот я полагаю, если давайте металлик отключу. Отдельно его подвигаю. Так, а тут вот так вот. Ну, как будто бы нормально. Ну, опять же таки, моя суть, точнее, моя задача показать вам именно принцип, чтобы вы потом сами могли это сделать. Я думаю, в принципе, тут ничего сложного нет, поэтому должны разобраться. Так, далее. Что мы делаем далее? Тут немножечко как будто бы темновато. Я бы хотел... Давайте силу 25. Окей. Теперь я создаю Point Light, размещая его в центре, вот именно вот здесь внутри футболочки, чтобы тут просто, вот видите, там есть достаточно такое темное пятно. Силу поставлю 2. Чуть-чуть вниз. Опять же таки красный цвет. Даже 2 много, 1. Вот, все, 1. Так, а ну-ка, что тут? Да, вот, в принципе, как здесь. Так. Чуть-чуть выше камеру подниму. Окей. Камере я включу глубину кадра. И вручную настрою distance. Так. Чтобы оно было резким таким. Вот примерно вот как-то вот так вот. И здесь f-stop поставлю, может быть, не в единицу, а 1,5. Вот, и это добавит нам определенной такой живости именно для нашего, ну, для нашего вот этого вот рендера. И вообще я хотел бы камеру даже чуть-чуть поближе буквально. Но только, наверное, focal length я просто добавлю. Вот так вот, просто чтобы вручную не двигать. Так, окей. Можно даже f-stop поставить 2, еще меньше. Так, затем я возьму в Color Management, включу кривые, чуть-чуть вниз потяну, чтобы добавить чуть больше контраста. Так, и вроде бы я ничего не забыл. И теперь нам остается это взять и доработать в постобработке. Ну, точнее, добавить постобработку. Как я всегда говорил, я люблю работать именно что в фотошопе, поэтому я сейчас просто беру и эту картинку рендерю. Опять же таки, вы можете работать в любом графическом редакторе. Так, вообще, я для начала еще сверюсь с тенями. Как будто бы f-stop еще достаточно таки большой. 2,5. Давайте еще больше. Так. 4. 10. Окей. Может быть, не сильно много будет этого блюра. Там он
преимущественно для фона будет, но тем не менее. Опять же таки, это проблема того, что я использую маленький масштаб. Но не суть важно. Так, хорошо. А что насчет фона? Сильно как будто бы светит. Давайте еще меньше. Где он тут у нас? Так. Вот. Вот он на фоне, да? Такой. Давайте троечку. Чуть-чуть еще вниз. Так, и окей, в принципе готово. Теперь мы, собственно, нажимаем, прежде чем мы нажимаем B12, мы выставляем нужное количество самплов, чтобы не рендерить прям много. 256. Так, окей. Все, разрешение нам подходит. Я нажимаю F12. И, собственно, это все дело рендерил. Ну и следующий кадр, он уже будет в самом фотошопе. Теперь мы находимся в фотошопе. Давайте нажмем Ctrl-J, чтобы продублировать этот слой. Правая кнопка мыши конвертируем в Smart Object, чтобы, если что, можно было потом взять и переприменить этот эффект, который мы сделаем. Ctrl-Shift-A, чтобы перейти в камеру RAW. Я люблю работать именно в ней, но вы можете делать это другими, собственно, настройками, другими инструментами, точнее, которые здесь присутствуют. Так, в Basics мы поставим, во-первых, контраст побольше. Может быть, чуть-чуть больше хайлайтов. Чуть-чуть blacks вниз. Так, затем Vibrance и Saturation подкрутим немножечко, буквально вот так вот, чтобы в целом все стало более насыщенным. В кривых немножечко буквально вниз. В деталях мы добавляем Sharpening, чтобы добавить больше резкости, больше именно отчетливых таких деталей. В Effects мы поставим Grain больше, чтобы сделать это все чуть более таким шумным, гранжевым. Так, затем в Color Mixer мы возьмем Saturation конкретно для красного цвета. Еще приподнимем. Даже, может быть, немножечко Luminance, чтобы оно чуть более таким светящимся было. Так. В целом... немножечко экспозиции буквально. Еще чуть-чуть контраста. Так, нажимаем ОК. И в целом, если вам подобный эффект кажется, там, не знаю, каким-то избыточным, вы можете нажать Ctrl-J условно, выключить вот этот вот эффект и просто взять opacity, поменять, и чтобы, ну, вот так вот на глаз отрегулировать, насколько сильный эффект вот этого всего вы хотите. Но я этого делать не буду, мне больше нравится, как я, собственно, вот здесь вот сделал. В целом вид немножечко может быть другим, ну, потому что в Photoshop там есть определенные свои цветовые профиля, но в целом в конечном результате вы получите так или иначе хороший рендер с вполне себе хорошей постобработкой, с вытянутыми всякими вот цветами, и дальше вы можете все это уже, собственно, под себя как-то редактировать, кастомизировать, но в целом вот вроде как удалось показать то, что я хотел показать. Поэтому, да, это конечный результат. Если у вас еще остались какие-то вопросы, то, конечно же, можете задавать их в описании на YouTube. Какие-то свои предложения. Можете заходить ко мне на канал и ко мне в чат. Там достаточно много людей. На канале не так много, но хотелось бы, чтобы было побольше. Вот, в целом это все. С вами был Назарий. Опять же таки, если есть какие-то пожелания, то пишите, конечно же, их желательно в комментарии под YouTube. Также рассчитываю на подписку и лайк. Все, всем спасибо, всем пока.